Служба по призыву существовала с тех самых пор, с которых существуют силовые структуры. В каждом государстве на каком-то этапе его истории практиковалась воинская повинность в том или ином виде. Сейчас призыв, то есть закрепленная законом служба по принуждению, практикуется в 37 странах, но только в 3 из них – Израиль, Северная Корея и с недавнего времени Норвегия – распространяется на женщин. В тех странах, в которых фактически призыв отсутствует, таких как США, часто существует обязательная система воинского учета, как правило, только для мужчин. Нарушение правил воинского учета влечет за собой поражение в правах в соответствии с законом, в том числе в избирательном праве, которое фактически оказывается для мужчин условным. Российских избирателей обещанием отменить призыв кормят уже 20 лет. Где бы вы ни находились, если правительство вашего государства практикует призыв на военную службу или неравноправие граждан через систему воинского учета, вы имеете право не соглашаться с этой практикой и отстаивать свое мнение. Но какой бы способ вы для этого не выбрали – петиция, журнальная статья, шествие, митинг, демонстрация или даже участие в политической партии или общественном движении – помните 2 основных правила. Первое. Отстаивание вами вашего мнения должно проходить в русле закона. Никакие другие варианты не являются приемлемыми и в долгосрочной перспективе только навредят тем, кого проблема службы по призыву касается напрямую. Не позволяйте своим оппонентам утверждать, что на стороне подлежащих призыву выступают одни преступники. Второе. Ваши аргументы должны быть отточены острее бритвы. Применяя аргументы, которые легко развенчать, вы подыгрываете своим оппонентам. Например, вопреки расхожим мнениям. Служба по призыву не является источником опасности для жизни. Небоевые потери в России в 2012 году были в 3 раза меньше, чем в среднем по России для мужчин призывного возраста. Это если допустить, что потери несли только военнослужащие по призыву, а это очень необоснованное и завышенное допущение. Основные причины смерти на службе – самоубийства и несчастные случаи. Убийства стоят на последнем месте. Применяя аргумент о службе по призыву как об источнике опасности для жизни, вы вооружаете оппонента утверждением, что если служба по принуждению в мирное время будет безопаснее для жизни, она перестанет быть недопустимой. Служба по призыву статистически не является источником существенной опасности для здоровья. На военнослужащих по призыву на время службы распространяется военная медицинская страховка. Даже самая безопасная для здоровья служба по принуждению все равно остается недопустимой. Служба по призыву в России не ограничивает, а расширяет льготы, привилегии и возможности гражданина для трудоустройства и получения образования. Но от этого она не перестает быть недопустимой. Улавливаете суть? Не подыгрывайте своим оппонентам. Закон уже на их стороне. Чем же является служба по призыву? Школой военного мастерства? Почетной обязанностью гражданина? Экономической необходимостью? Почему эта практика в цивилизованном обществе недопустима? И почему женщин она обходит стороной? Когда-то основным фактором в бою являлась физическая сила и атлетическая подготовка. Огнестрельное оружие медленно, но верно вытесняло эти критерии из ключевых позиций. На сегодняшний день военное снаряжение и техника стали столь сложными, что заставить человека быть военным специалистом стало просто нереально. Именно на это ограничение в свое время натолкнулась система труда рабов. Человека невозможно заставить выполнять задачу, которая требует принятия сложных решений и качество которой, как следствие, намного сложнее контролировать. За последние 100 лет средства индивидуальной защиты для тела потеряли в весе в разы, для головы – до 1,5 раз. Вес крупнокалиберной снайперской винтовки по сравнению со своим предком, противотанковым ружьем, также снизился почти в 1,5 раза. Современные виды стрелкового оружия имеют специальные облегченные исполнения, теряющие в массе до килограмма по сравнению с предшественниками. Разумеется, и современный полный комплект военного снаряжения не всем женщинам окажется по силам. Но в большинстве стран принуждению к военной службе не подлежат вообще никакие из них. Перед вами южноафриканские рэперы и актеры Йоланди Фиссер и Ниндзя. Рост Ниндзя 185 см, рост Йоланди 155 см. По европейским нормам она коротышка, но по меркам, скажем, Индии, ее рост выше среднего на 2 см. При астеническом телосложении у нее меньше общий силуэт. За счет этого под прицельным огнем на средних дистанциях ее шанс получить ранение окажется меньше на 15% по сравнению с ниндзя. На больших дистанциях на 18%. Под беспорядочным огнем на подавление на 30%. Для стрельбы стоя ниндзя будет нуждаться в окопе или траншее на 20% глубже. Для стрельбы лежа в окопе на 42% большей площади.
Для укрытия в блиндаже на 70% большего объема. За счет миниатюрного телосложения Юланди чувствовала бы себя куда комфортнее в танковой бронекапсуле или внутри любой другой боевой машины. В общем, ниндзя пришлось бы в бою против Йоланди несладко. Разумеется, не все женщины обладают астеническим телосложением при низком росте, но в большинстве стран принуждению к военной службе не подлежат вообще никакие из них. Скорее всего, чисто физиологически обладая менее плотной мышечной тканью, женщина в военном снаряжении не сможет эвакуировать раненого товарища-мужчину на себе. Но насколько будет легче переносить в случае ранения ее саму? Так кому же следует перед боем доверить автомат, а кому санитарские носилки? Женское тело обладает еще двумя чисто механическими особенностями строения. Их центр тяжести расположен на несколько сантиметров ниже, а момент инерции меньше в целых 1,5 раза. Проще говоря, женщины легче переносят перегрузки. И призывницы были бы незаменимыми членами экипажа боевых самолетов, скажем, радистками, борттехниками и бортмеханиками. По данным американского ЦКЗ, ведущая активный образ жизни женщина потребляет до четверти меньше пищи, чем мужчина, при том же образе жизни и возрасте, и, как следствие, нуждается в меньшем количестве кислорода. Автономность кораблей и подводных лодок можно было бы значительно повысить, просто комплектуя экипажи призывницами-женщинами. Недавние исследования в Великобритании показали, что единственным чисто женским противопоказанием к службе на подводном флоте является фактическая, текущая беременность. Разумеется, не все женщины годны по состоянию здоровья и личным качествам для службы на флоте и в авиации. Но в большинстве стран принуждению к военной службе не подлежат вообще никакие из них. Расхожий аргумент о том, что на женщинах лежит эквивалентная ответственность за воспроизводство населения, в том числе в военное время, полная херня. Женщины не обязаны рожать детей. Ни один современный активный военный конфликт не продолжался 18 лет. Успешные роды статистически продлевают женщине жизнь, а служба в военное время подвергает риску с ней расстаться. Женщин не заставляют состоять на родильном демографическом учете до самой менопаузы. Ни одна женщина за отсутствие детей или отказ от материнства не была посажена в тюрьму или оштрафована, а за аборт в военное время или в период демографической катастрофы не была казнена по решению военного трибунала. Наконец, некоторые женщины не способны рожать детей по состоянию здоровья, либо не хотят по личным или идеологическим причинам. Но в большинстве стран принуждению к военной службе не подлежат вообще никакие из них. Итак, что же такое служба по призыву? Почетная обязанность гражданина? Нет, поскольку она касается не всякого гражданина. Экономическая необходимость? Комплектуя войска призывницами, Минобороны сэкономила бы по крайней мере на продовольствии. Военная необходимость? На качестве обороны страны 300 тысяч недообученных ходячих мишеней, если и скажутся, то точно не положительно. Школа военного мастерства? Если мы отправляем юношей на уроки военного дела на действующие военные объекты, которые в любой момент могут стать целью атаки, диверсии или теракта, может, еще и школьников начнем вводить на уроки секс-просвещения по борделям? Примем соответствующий федеральный закон и будем штрафовать за попытку уклонения? И главное, если в случае угрозы государству достаточное число граждан не готово защищать его добровольно, то это государство существует только на бумаге, а его правительству нужно серьезно поработать над собственным имиджем. Выступая против службы по призыву, называйте ее тем, чем она является – варварским обычаем. Таким же, как татуирование, пирсинг и обрезание младенцев, династические браки, детские браки, право первой ночи, человеческие жертвоприношения, ритуальный каннибализм, обязательная церковная десятина и обязательная регистрация по месту жительства. Их отличают 3 признака. Невозможность отказа, необязательность согласия и полностью утраченный практический смысл. Вполне возможно, через пару веков таким же варварским обычаем будут считаться налогообложение и принудительная вакцинация. Должны ли женщины быть мобилизованы в военное время? Какие военные должности они должны занимать и какие военные специальности осваивать? Должны ли они нести наказание за попытку уклонения от службы путем зачатия? Как мужчины несут за намеренные увечья или отравления с целью избежать призыва? Это вопросы второстепенной важности по сравнению с главным. В цивилизованном обществе принуждение к военной службе в мирное время недопустимо. Воинский учет должен либо отсутствовать, либо распространяться на всех граждан. А максимальным наказанием за нарушение правил воинского учета в мирное время должен быть денежный штраф. Спасибо за внимание. На случай аргументов ad hominem это видео подготовлено и записано человеком, который в армии отслужил, которому там понравилось и который считает, что служба пошла ему на пользу.